Здравствуйте, дорогие любители растений! Сегодня мы будем черенковать и укоренять клюкву. К сожалению, к большому сожалению, у нас на юге клюкву практически никто не выращивает. Очень мало людей, вот кого я знаю, у кого была бы клюква. Один человек, кроме меня, еще заинтересовался этим растением. Остальные люди почему-то считают, что клюква не будет у нас расти вообще. То есть у меня были такие споры даже с моими друзьями. Меня уверяли, что клюква просто погибнет у нас. Ничего подобного. Клюква прекрасно себя чувствует. Я даже, знаете, не заметила, чтобы она как-то от жары страдала. Мне кажется, у нас вот летом огурцы, может быть, даже сильнее страдают, чем клюква. Ну, единственное, конечно, она у меня растет так. Я подобрала такое место для нее. Она получает утром прямые солнечные лучи и вечером. А в обед она закрыта тенью от дерева. Растет она у меня в емкостях. Ну, это вызвано тем, что у нас очень-очень тяжелый грунт. То есть мне для нее сделать какую-то траншейку и заполнить ее торфом, это просто тяжело физически, трудоемкой, не сочла целесообразным. Единственное, что для нее нужно, это необходимое условие, ну и в общем-то единственное, это замена, конечно, грунта в этой емкости или где мы там будем выращивать ее. Она растет только в очень кислом грунте, а у нас, естественно, здесь все щелочное, поэтому мы покупаем грунт, нераскисленный торф покупаем, и добавляю я туда 50% хвойного опада. То есть у меня все вересковые растут в одном и том же, половина торфа, половина опада. Вот шикарный грунт для всех вересковых, они себя очень хорошо чувствуют, хорошо растут. Клюква растет очень быстро. То есть одно растение такое более или менее зрелое, ну где-то полуторагодовалый саженец я брала, вот он заполняет ящик 60 на 60 за один сезон полностью. Там получилось очень много кустиков этого сорта, и прекрасно они себя чувствуют. Для чего ее нужно выращивать? Ну, это очень ценное растение. Вот я считаю, даже если какие-то хлопоты есть с выращиванием, хотя, ну, какие хлопоты? Ну, вот один раз купить грунт, замешать, посадить. Все, на этом закончилась какая-то там сложность. Но это растение настолько ценное, что имеет смысл немножечко приложить усилий. Во-первых, это витаминная бомба. Все знают, что при авитаминозе клюква первое дело. Кроме того, клюква это очень мощное, очень сильное дезинфицирующее, как бы антибактериальное средство. Особенно вот воздействует на инфекции мочевыводящих путей. То есть все пилонефриты, циститы, все это прекрасно излечивается при помощи клюквы. Да, может быть, будут какие-то проблемы, но, по крайней мере, вот в наших условиях ее не так много. То есть с ягодами, может быть, мы не можем похвастаться таким уж урожаем, но это не имеет значения. У клюквы полезные вот эти вот листья. То есть можно рвать вот такие побеги, заваривать как чай и применять. Не обязательно дожидаться даже ягод. Ну, конечно, шикарно еще ягоды получать, но даже если вдруг по каким-то причинам, хотя я не знаю, какие могут быть причины, но если гипотетически предположить, что ягод не будет, либо будет мало, ничего страшного, имеет смысл выращивать даже ради листа. Такое чудесное действие у нее. Ну, давайте мы посмотрим. А, кстати, да, она еще помогает, ну, вообще, как противовоспалительная, как антиоксидант и частично при некоторых формах онкозаболеваний. Защищает и помогает. Так, давайте посмотрим, что у нас получилось. Уже как бы пойдем в обратную сторону. То есть мы посмотрим на результат, а потом я покажу, как я укореняла. Да, почему укореняю зимой? Ну, просто летом может не хватить времени. Не знаю, как там что будет. Сейчас время есть, поэтому я укоренила. У меня была возможность досвечивать. Я досвечивала поначалу. Но потом все равно поставила на подоконник, потому что вот эти вот побеги, которые пошли уже после укоренения, были очень-очень светлыми. Вот после того, как я поставила на подоконник, мы видим, что они потемнели, ну, так огрубели, стали такими плотненькими, хорошими. Ну, давайте посмотрим, как у нас там. Ого. Так. Угу. Ну вот. Вот наши корни. Ну, уже все, пора отделять, конечно, пора рассаживать. Но я просто не торопилась, чтобы потом не было отдельных горшков много. Ну, просто из экономии места. Так, можно было и раньше отсадить. То есть вот такие вот череночки я срезала. Они были не более 5-6 сантиметров в длину. Этого достаточно. Вначале укореняется череночек. И вот уже пошел новый побег. Это вот то, что наросло уже после укоренения. То есть было вот так вначале. Прошло 2 месяца. Это за 2 месяца. Укореняется точно в таком же составе, как то, в чем оно растет. То есть это торф нераскисленный и 50% хвойного опада. Но немного добавляю сфагнума.
У нас сфагнум дефицит, у нас он не растет, мы его выписываем. Но для клюквы, конечно, я выделяю сфагнум. Потому что корешки у него такие вот тоненькие, нежные. Давайте еще один посмотрим. Ну, ого, тут еще больше корень. Чудесно. Угу. О, чудесно. Отлично укореняется. Кстати, у клюквы укореняется практически 100%. Может быть, не совсем 100, но около этого. Очень легко укореняемое растение, нравится мне. Легко выращивается, полезное. И красивое, кстати говоря. Вечно зеленые кустики очень красивые. Декоративные. Пока поставим. Сейчас покажу, как укореняю. Сразу скажу, я применяю тепличку, потому что укореняю в домашних условиях у нас очень-очень сухо. Для того, чтобы хорошее было укоренение, у меня же нет туманообразующей установки, то есть это чисто такие домашние условия, не промышленные. Немного сфагнума. Ну вот я веточку одну взяла на улице. Вот я ее, в принципе, могу пополам. Даже на 3 части, наверное. Ну, пополам хотя бы, да. Сейчас я секатором отрежу. Все, больше ничего. Вот мы вот так вот ее укореняем. Сюда можно сколько угодно. 10, 15 можно. Пакет вот так завязываем. Все, наша тепличка готова. В принципе, я не скажу, чтобы я там особо часто заглядывала, как-то проветривала. Нет, поставила. Ну, периодически, может быть, посматривала. Это больше от любопытства, как там процессы происходят. Ничего такого. Так, что с нашими укорененными? Я их буду сажать вначале в маленькие баночки и тоже немножечко пока подержу под тепличкой. Тоже исключительно из-за сухости воздуха. Разумеется, не ради тепла эта тепличка, а исключительно ради влажности. Такой же точно грунт. Немного дадим сфагнума. Все. Готов. Ну, для чего я так быстро размножаю, вот даже зимой, ну, собственно, не потому, что быстрее зимой, а зимой, потому что времени летом не будет. Ну, для чего вообще размножаю поскорее? Ну, чтобы побольше листиков было просто. Потому что так приходится экономить и не позволять себе пить столько чая, сколько хочется. А если будет побольше, то будет, конечно, приятнее нам. И гостям достанется, и нам достанется. Так, ну вроде бы все, что хотела по клюкве. Как она растет у меня летом, ну это потом летом я сниму, чтобы было видно, как тень падает и в каких условиях она растет. А по укоренению все. С ней проблем нет, она легко укореняется. Рекомендую выращивать и на юге в том числе. Не бойтесь, не боится она жары. Вообще ничего, она абсолютно ничего не боится. Единственное, вот хлопоты, связанные только с грунтом. Все, больше никаких проблем с ней нет. Вот грунт добыть один раз, купить его и все, посадить и забыть. Поливать периодически. Ну, не так уж она влаголюбива. Не скажу, что мы там прям не отходим от нее с поливом. Нет. Регулярный, обычный полив, ничего такого. Выращивайте растения, будьте здоровы.